Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить не очень сложный, но очень вкусный медовый торт с шоколадным кремом и банановым ганашем. Для начала замочите желатин, залейте его холодной водой и оставьте набухать. В миске смешиваю яйцо, растительное масло, мед, коричневый сахар. Ставлю на водяную баню и прогреваю до растворения сахара. Когда масса стала достаточно однородной, добавлю соду и хорошо все перемешаю. Прогрею пару минут, пока идет пенообразование, и сниму с водяной бани. Добавлю 4 столовые ложки муки от общего количества. Оставшуюся муку высыпаю на стол, вкладываю на нее медовую часть и замешиваю тесто. В итоге получается такое приятное, нежное, немного липковатое тесто. Заворачиваю его в пленку и на час-два убираю в холодильник. В сотейник выкладываю бананы, добавляю лимонный сок и делаю пюре. Банановый ганаш я делаю 2 порции, но вам напишу количество на 1 торт. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Добавляю сливки и все вместе довожу до кипения. После этого нагрев выключаю и добавляю шоколад. Так получилось, что у меня здесь микс. Можете делать только с белым шоколадом или также можете смешать с молочным в произвольных пропорциях. Дайте шоколаду согреться и пробейте все миксером. А теперь перед введением масла дайте массе остыть примерно до 50 градусов. Хотя она уже у меня 57. Добавляю сливочное масло. Еще раз все хорошо пробиваю блендером. Накрываю все пленкой в контакт с поверхностью и убираю в холодильник до полного остывания. Влейте в сотейник молоко, добавьте сахар, поставьте на плиту и на небольшом нагреве доведите до кипения и полного растворения сахара. Яйцо разболтаю желтком и вылью на них горячее сладкое молоко. И перелейте все обратно в сотейник. Опять поставьте на плиту и на небольшом нагреве при непрерывном помешивании доведите до 70 градусов. Если градусником не пользуетесь, придется проверять пальцем. Масса должна быть горячей. Можно это сделать в микроволновке в 3 приема. У меня на мощности 800 получилось 3 раза по 10 секунд. Крем этот может быть немного и замороченный, но очень вкусный. На самом деле все элементарно, просто нужно несколько раз перелить туда-сюда. А теперь яичную массу процедите в ту же посуду. Протирать ничего не надо. Что на сите осталось, пусть остается. И теперь эту массу нужно хорошо взбить в пышную пену не менее 5 минут. Видите, какой она должна стать? И пока отставьте. Растапливаю шоколад и желатин. Шоколад желательно очень не перегревать. Если топите на водяной бане, все время мешайте. Если в микроволновке, импульсами. 50 градусов достаточно. Теперь взбейте охлажденные сливки. Сначала на малых оборотах, потом на больших. Вот такое пышное состояние перед жесткими пиками. А теперь в шоколад добавлю растительное масло. Все хорошенечко перемешаю. И сюда же вылью желатин. Мешаю, пока шоколад не начинает густеть. И когда я вижу, что масса начала собираться, я добавляю шоколад во взбитые сливки при минимальных оборотах. И домешиваю все лопаткой. А теперь эту массу я соединяю со взбитыми желтками. Добавляю в несколько приемов, чтобы все хорошо перемешалось. Вот этот шоколадный крем или мусс я считаю одним из лучших. Это мой любимый. И не только мой. В данном случае лучше соблюдать порядок и добавлять желтки к сливкам.
потому что сливочно-шоколадная масса получается густой, и если вы начнете добавлять сливки в желтки, размешать будет трудно. В итоге получается вот такая воздушная, нежная масса. И сейчас ее нужно убрать в холодильник. Вот я каждый раз его пробую и каждый раз поражаюсь его вкусу. Духовку я включила и разогреваю до 170 градусов. Тесто делю на две части. Я выбрала форму сердечко. Оно помещается на лист А4. Раскатывать буду сразу на пергаменте. И сразу сравниваю с трафаретом. Руками очень не прижимайте трафарет, держите аккуратно, чтобы не деформировать поверхность коржа, не промять тесто. Муку лишнюю стряхните и корж густо накалите. Отправляю в духовку примерно 5 минут. Не пересушивайте, чтобы они не были жесткими. А сама вырезаю второй. Готовый корж. Сниму бумагу, стряхну муку, если осталось, и опять положу сюда же. А сама отправила второй. Из оставшегося теста можно сделать небольшое печенье для декора или просто чтобы съесть. И оба коржа готовы. Обращайтесь с ними аккуратно, чтобы не сломать. Когда коржи остыли, достаю крем и еще раз его промешаю для однородности. Беру гладкую насадку 8 мм и переложу крем в кондитерский мешок. Банановый ганаш я также переложу в кондитерский мешок без насадки. Укладываю на тарелку первый корж. Чтобы он не ездил, я капнула на тарелку немного глюкозы. И отсаживаю крем. Сначала по внешнему контуру. Затем по внутреннему. И там, где очень широкие места, я тоже отсажу несколько капель. Теперь беру мешок с банановой начинкой и просто прохожу по пустотам. Теперь очень аккуратно нужно положить верхний корж. И аккуратно отсадите сверху. И теперь возьмите зубочистку и аккуратно распределите банановую начинку. Даже не пытайтесь сделать очень ровно. Мне кажется, что так некоторый беспорядок даже более красиво. Ну вот такой. Я надела столько разного декора для этого торта, а сейчас смотрю на него, и мне ничего не хочется ставить. Мне кажется, он самодостаточен и очень красив. Поэтому оставлю его как есть. Вот такой медовый банановый шоколадный торт сердце у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. А если у вас осталось немного бананового ганаша и крема, то можно сделать так. И сверху отсадить шоколадный крем.
Но, конечно, не обязательно делать такие пуговки, можно сделать побольше. Благодарю вас за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им с друзьями. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.